Приветствую всех на канале Авокадни. Мы заселяемся в The Grand Hotel Hurghada. Это самый старый и самый дешевый отель сети Red Sea Hotels. Построен он был 35 лет назад. С тех пор какие-то частичные реновационные работы проводились, например, в главном здании, но глобального капитального ремонта жилых корпусов не было. Это инфолист и карта отеля. Можно нажать паузу и изучить, кому интересно. В холле есть банкомат, в том числе с функцией обмена валют на египетские фунты. Начнем обзор с темы питания. Есть несколько а-ля карт ресторанов. Какие-то включены в стоимость, какие-то за доплату. Актуальную информацию лучше уточнять при заселении. Основной ресторан Royal Palm открыт во время завтрака, обеда, ужина и позднего ужина. Хочу отметить, что есть значительные улучшения в нем по сравнению с прошлыми годами. Например, добавилась станция азиатской кухни, в том числе суши-роллы. Конечно, они не такие крутые, как в соседнем Grand Palace, но так и стоимость Grand Hotel значительно ниже соседа. Последний раз мы были здесь 4 года назад, и честно скажу, после того отдыха ни разу не возникло желания вернуться. В частности из-за питания. Но сняв обзоры 3 других отелей сети Red Sea, а питание во всех 3 оказалось отличным, мы рискнули еще раз проверить, что за ситуация в Grand Hotel. Для отеля такой низкой ценовой категории удивило качество фруктового стола. Яблоки, сливы, виноград, физалис. Обычно за такие деньги фрукты только в нарезанном виде, и самые дешевые, типа апельсинов и бананов, которые в Египте ничего не стоят. Шоколадный фонтан тоже новшество. Похоже, их закупили сразу на все отели сети Red Sea, потому как они были и в Grand Resort, и в Grand Palace, и в Эль-Касар Сахал-Хашиш. Выбор мясных блюд стал интереснее, и само качество мяса лучше. Раньше было стандартно – курица, тилапия и тушеная говядина. В этот раз застали утку, баранину, ростбиф, кальмары, фрикадельки. Колбасная нарезка неплохая. Еще один ресторан «Арабеск» также работает по системе «Шведский стол» и без предварительной записи. Во время ужина здесь гриль и запеченные блюда – курица, кофта, овощи и рыба. Изменения в ресторанах коснулись не только ассортимента блюд. Заменена большая часть инвентаря и посуды. Если вы отдыхали когда-либо ранее в Grand Hotel, напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение по поводу питания раньше и сейчас. В наш прошлый приезд основной ресторан Royal Palm был совсем в плачевном состоянии. Мы ходили либо в Арабеск, либо в а-ля карт Le Bistro с обслуживанием по меню. И даже покупали платный ужин в пляжном кафе. Это вариант позднего ужина с 10 вечера до полуночи. Курица, пицца, рис, мясная лазанья, рыба в кляре, запеченный картофель и салаты. Напитки, как в любом бюджетном отеле. Пиво Стелла, вино пакетированное, крепкий алкоголь в пластике. Все, что бутылированное в стекле, за доплату. В лобби-баре есть чипсы. В завершение темы питания – кафе на пляже. Здесь в течение дня фастфуд и снеки.
Заказ кальяна – платная услуга. На пляже есть волейбольная площадка, гамаки, качели, 2 аквагорки и участок для игры в бочу. Пляж у 3 отелей Grand Palace, Grand Resort и Grand Hotel общий. Лежаки и зонты у всех одинаковые и разграничения чисто символические. Береговая линия протяженная. Вход в воду пологий. Песок крупный, местами мелкая галька. На мой взгляд, участок Grand Hotel самый лучший. Он дальше всего от заправочной станции и ближе всего к аквагоркам и волейбольной площадке. Напротив пляжа парковка кораблей. Большую часть времени это не доставляет дискомфорта, но инциденты, конечно, случаются. Мы стали свидетелями одного из них во время пребывания в Grand Palace. Территория отеля – большой цветущий сад с аллеями и лужайками. Бассейнов всего 2. Один большой и второй маленький детский под навесом. Вода и в том, и в другом чистая. Уточняю этот момент, так как часто в дешевых отелях вода в бассейнах как минимум мутная, а где-то и откровенно зеленая. Возможно, обновлено покрытие чаш бассейна, потому что помнится мне, как в прошлый наш приезд мы бассейны обходили стороной, как раз по причине того, что выглядели они не очень. Около бассейнов бар и станции с блинами и вафлями. Есть детский клуб и игровая площадка около него. Аниматоров не видели. На двери клуба висело объявление о том, что активити проходят на пляже. Но актуальное оно или старое, непонятно. Самый большой недостаток отеля – номерной фонд. Покажу несколько вариантов комнат. Мы, как всегда, бронировали самый простой и самый дешевый – стандарт рум. При заселении нам предлагали апгрейд за доплату. Во всех отелях Grand это обычная практика. Мы отказались, и вот наш номер 281 в корпусе между главным зданием и теннисными кортами. Мы, конечно, избалованы новыми отелями, но бывали и в достаточно старых, и, например, в более дешевом Элизе Dream Beach, но даже там сантехника поприличнее. В дозаторах жидкое мыло, шампунь и гель для душа. Пляжные полотенца в номерах. На территории нет центров выдачи полотенец. Мебель вся старинная, но это не критично. Есть сейф. Возможен заказ еды в номер. Неужели кто-то пользуется? Телевизор новый, плоский. Вода бутилированная пополняется ежедневно. Чайника нет. Это стоимость стирки и глажки одежды в прачечной. Может, кому-то интересно. Кровати узкие, односпальные. Постельное белье относительно нормальное, не будем придираться, так как в 2 соседних более дорогих отелях этой же сети не намного лучше. Одеял нет, только пледы без пододеяльников в шкафу.
Мы их достали, так как ночью без кондиционера жарко, а с кондиционером холодно. Думали, может, при первой уборке их заправят в пододеяльнике, но нет, не заправили. Кстати, кондиционер работает на охлаждение очень даже хорошо. Жилые корпуса на территории 2- и 3-этажные, без лифтов. И вот какой у нас вид с балкона. Считаю, очень даже удачный. Вдалеке даже видно море. А вот с другой стороны комнаты, за входной дверью, установлены какие-то генераторы, или не знаю, что это, и они 24/7 очень громко работают. Вот еще один номер 283. Это категория Superior, то есть улучшенный вариант. При этом находится он по соседству с нашим, где мы жили, и, соответственно, также рядом с гремящими генераторами. Сыграем в игру «Найди 10 отличий». В душевой шторка. Потолочное покрытие в санузле другое. В раковине новый смеситель. Площадь комнаты больше. Есть диван с креслами. Есть чайник. Кровати такие же маленькие. Балкон и вид с него такие же, как у нас. И еще один вариант улучшенного номера в основном здании. Вот здесь лет 10 назад был ремонт. По тем меркам капитальный. Обновляли и сантехнику, и мебель полностью. Пляжные полотенца здесь в сумке. Особенность этих номеров – панорамное окно и отсутствие балкона. Шкаф за шторой. Большая раковина на 2 смесителя. Душевая кабина полностью закрывается. Кафель современный. И даже есть нормальный фен. Теперь интересно, куда бы нас заселили, если бы согласились на апгрейд за доплату? Бильярд находится на 1-м этаже главного здания среди магазинов. Тренажерный зал на 2-м этаже главного здания. И то, и другое за доплату. По вечерам в баре на веранде проходят шоу-программы и импровизированная дискотека. Находится Гранд-отель в центре туристического променада Эль-Мамша в 10 минутах езды от аэропорта. В пешей доступности 2 магазина беспошлинной торговли Duty Free, десятки кафе, аптек, супермаркетов, сувенирных лавок и ночных клубов. Если остались вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Ставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новые обзоры.